Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье у нас самих», где вы можете найти ответы на любые вопросы, инструменты, при помощи которых вы можете улучшить любую сферу жизни и, конечно, качество жизни в целом, ну и, конечно, исполнение желаний. Ну а также личные консультации. Пожалуйста, обращайтесь. Я помогу решить интересующие вас вопросы и, конечно же, могу также помочь улучшить качество вашей жизни именно с вашей помощью. Я только направляю, а только вы можете изменить ход ваших мыслей, ваш настрой, ваше состояние и, соответственно, изменить то, что с вами происходит. Это то, чем мы занимаемся на консультациях. Да, я называю это саморазвитием, но не знаю я, как иначе это назвать, но я точно знаю, что именно работа над собой и с моей помощью работа над собой меняет ваше подсознание, меняет то, как вы относитесь к людям, к вещам, к ситуациям, и, соответственно, меняются ситуации. Поэтому приглашаю. Ну, а также вы можете сами. На канале есть большое количество медитаций и настроев, которые тоже могут вам помочь. Сегодня продолжаем тему прогнозов на июнь. И сейчас мы посмотрим от Таро Мечтателя советы на июнь. Каждая колода разговаривает по-своему. И, соответственно, на данный момент времени, вот когда вы кто-то смотрите это видео, оно актуально именно для вас, потому что включается ваша энергетика. В конце видео я выложу карту на исполнение желаний, поэтому досматривайте видео до конца. И мы построим сегодня расклад. Первое – это работа, карьера, бизнес, финансы. Вторая позиция будет отношения. Третья позиция, позиция, можно сказать, будет здоровье. Я решила работу, карьеру, бизнес и финансы рассмотреть вместе. Очень часто их рассматривают отдельно, но они завязаны между собой всегда, практически. Ну, разве что наследство или... Я все время говорю, чтобы мешок с деньгами упал с потолка. Очень хочется. Но это хочется всем. Ну, и уже другие сферы жизни. Короче, сегодня мы посмотрим советы Таро волшебников по всем сферам жизни. Сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Ну и мы сейчас посмотрим, что же будет посоветуют нам Таро Мечтателей на июнь по сферам жизни. Работа, карьера, бизнес и финансы. Давайте смотрим. Работа для тех, кто в поисках работы, я точно могу сказать, при правильном подходе, а это значит, ваши действия очень важны. Карты говорят, что в июне месяце вы сможете найти достойную работу, которая принесет вам и тот доход, больше-меньше. Знаете, вот тут может быть чуть больше, чем вы планируете, и может быть чуть-чуть меньше, но не большая разница, не намного вы будете уходить от того, что вы запланировали получать, какой доход вы запланировали получать. И карта еще говорит о том, что идет финансовое успокоение, имеется в виду финансовый комфорт. Для
тех, у кого свой бизнес, хочу сказать вам, что тоже идет финансовый комфорт, но больше через расширение бизнеса, включение чего-то еще в свой бизнес, включение какой-то еще ветки в свой бизнес, именно какого-то еще направления. Оно может быть как связано с вашим основным бизнесом, так оно и может быть какое-то абсолютно радикально другое. Но это уже ваш выбор, и все равно по этой карте не спешить в июне, а все стараться делать с чувством, с толком, с расстановкой и собирать, знаете, как иметь полную информацию того, что вы хотите делать в сфере того, что вы хотите делать. Ну и в целом, если сказать короче, в июне идет улучшение финансового положения. Это для всех тех, кто будет смотреть это видео. И, конечно же, именно успокоение, гармония и комфортное финансовое состояние. Вот так я могу сказать. Взрывов больших финансовых я не вижу, но ниже не будет, повышение все равно идет. Смотрим дальше. Сейчас мы посмотрим личные отношения в июне. Что же посоветуют, что же нам скажет Таро мечтателей по поводу личной жизни в июне. Ну и первое, сразу я вижу, дорогие мои девочки, ожидает вас встреча. Это для тех, кто в поиске или в ожидании своей второй половинки ожидает встречи. Это мужчина старше 45, светлый цвет волос, он может быть даже седой, но просто когда старше 45, тут даже и здравый смысл говорит о том, что это может быть и седина. Мужчина довольно серьезный. Нельзя сказать, что мужчина совсем открытый. Есть у него какие-то, знаете, как говорят, тараканы в шкафу. Ну, у кого их нет. Но мужчина будет довольно серьезно настроен к вам. И, скорее всего, я вижу, что это новое знакомство, что вы раньше человека не знали. Для других форматов отношений. Если вы уже встречаетесь, сейчас это будет уже и для девочек, и для мальчиков. Если вы уже встречаетесь, то было бы здорово открыться отношениям больше. Больше открывать именно своих внутренних ощущений и именно своих чувств. Не скрывайте свои чувства. Это для тех, кто встречается, кто boyfriend, girlfriend, так как у нас говорят. И, соответственно, для того, чтобы отношения держались в гармонии, для того, чтобы отношения двигались куда-то, нужно открываться. Тут и как для мальчиков, так и для девочек. Если вы, девочки, ожидаете предложения руки и сердца, то вот именно в июне не вижу я этого. Даже если ваш молодой человек задумывается об этом, то в июне он еще не будет готов. Еще не совсем он открыт к этому, и не совсем для некоторых из вас вы открыты. Если ссора, разрыв, расставание, ну и даже или развод, эмоции мешают вам видеть причину развода, причину конфликта ясно. И пока эти эмоции не утихнут, и вы не сможете видеть ситуацию аналитически, знаете, как с холодной головой, ничего не получится. Потому что в том эмоциональном состоянии, в котором вы пребываете сейчас, для тех, у кого произошел этот разрыв и
конфликт, расставание, ну и даже развод, то состояние, в котором вы пребываете на данный момент, слишком эмоционально для того, чтобы вообще что-то решать. Поэтому помните об этом, не предпринимайте никаких действий в том состоянии, в котором вы находитесь. Сможете убрать эмоции, сможете мыслить аналитически, тогда и сможете вернуться к этому вопросу, там, или примирение, или, может быть, некоторые из вас даже поймут, что этот разрыв нужен был и вам, и вашему партнеру или партнерше, и лучше пойти каждому своей дорогой. У каждого это может быть что-то свое. Основной совет карт: не принимайте поспешных решений, не пытайтесь ничего делать под сильными эмоциями. И сейчас еще одна сфера жизни. Давайте посмотрим, что же посоветует Таро волшебников именно по здоровью. Вы знаете, я не очень редко делаю расклады на здоровье, но именно в контексте прогноза и в контексте советов, да, иногда делаю. Единственное, что повторяю и всегда говорю, я не врач, диагнозы я не ставлю и не отменяю, лечение я тоже не назначаю и не отменяю. То, что я точно знаю, что меняя свое отношение к болезни, меняя свое внутреннее состояние в совокупности с лечением и советами врачей, вы можете выздороветь быстрее. Это для тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Давайте посмотрим, что же нам советуют карты на июнь со здоровьем. Если у вас со здоровьем все в порядке, старайтесь балансировать работу и отдых. Здесь я вижу именно труд, работа и бизнес, работа, труд, и которым вы будете посвящать огромное количество времени, но при всем при этом и карты советуют, и здравый смысл советует, что иногда, знаете, даже говорят, что всех денег не заработаешь, а жить надо, жить хочется. Поэтому давайте себе время для того, чтобы вы могли отдохнуть. Если нет возможности, не будет возможности в июне поехать, например, куда-то в отпуск, то, по крайней мере, давайте себе дни для того, чтобы полностью переключиться на отдых. Именно на отдых, даже не на домашние дела. Для тех, у кого есть какие-то заболевания, особенно вялотекущие, карта советует, может быть, обратиться к платному врачу. Для того, чтобы первое, взять еще одно мнение другого врача и, может быть, ускорить другим лечением выздоровление. И по этой карте тут не идет речь об огромных суммах за врача, но тут карта советует все-таки, может быть, обратиться к платной медицине для того, чтобы ускорить процесс получения помощи и, соответственно, процесс выздоровления в июне. Вот такие советы. Такое коротко и обо всем. Такие советы дает нам Таро мечтателей. Ну и давайте я в таких раскладах, особенно если это прогноз, я люблю выкладывать карты на исполнение желаний. Вы знаете, я себе-то тоже выкладываю. И очень часто советы, которые дает оракул, они подходят. Не всегда я тоже
загадываю желание, но иногда я тоже это делаю, когда... Ну, я в основном это делаю, когда расклады по стихиям и стихия воды. Потому что я стихия воды. Ну что, формулируйте свое желание. Помните, формулировка важна. Помните об экологии, экологичности вашего желания, чтобы оно не принесло вреда никому и ничему. Ну и, конечно же, загадывайте в законченном настоящем времени так, как будто бы вы уже получили то, что вы хотите. Это перестраивает ваше подсознание и говорит вашему подсознанию, что это уже есть. И подсознание начинает это искать, потому что оно-то его не видит, оно его ищет. Но это так. Такое поверхностное объяснение, почему надо так формулировать желание. Ну что, давайте посмотрим, что же с вашим желанием. Вот то, что я вам и сказала. Перефразируйте. Формулировка желания очень важна. Я выложу в правом верхнем углу, выложу ссылочку на мое видео, как правильно ставить цели и формулировать желания, где я поэтапно именно пока рассказываю, как правильно составлять желания и цели по всем сферам жизни. Как даже составлять желания, потому что говорят, что желание не должно касаться других людей, но при всем при этом можно сформулировать желание так, как вы со стороны видите человека, на которого вы желание загадываете. Но все это есть в том видео, и я, как я сказала, я размещу ссылочку в правом верхнем углу. Ну а на сегодня все. Коротко дала вам советы от Таро мечтателей, поэтому есть что делать, есть чем заниматься. Желаю вам исполнения всех ваших желаний и, конечно же, желаю вам счастья по умолчанию. Увидимся очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока.